Друзья, всем привет! Хочу, чтобы мы нарисовали с вами сегодня вот такой водопад. Это моя версия с предыдущего несостоявшегося видео. Зато мне теперь будет с чего срисовывать, и, так сказать, у меня была репетиция. Вот такая палитра цветов, как никогда богатая, да, белый, черный, синий, голубой, можете взять просто синий, если у вас из него получается красивый голубой, розовый, это насыщенный розовый, можете взять алый какой-то, да, можете даже красный, если нет розового, и желтый, любой, какой у вас есть. Ну, как бы, как обычно. На самом деле, 3 цвета: синий, желтый, красный, белый, черный. Салфеточки, 2 кисти, лист акварельный, у меня плотненький. Просто потому что на плотных листах удобно рисовать. Можете тоже рисовать на чем хотите. Это может быть холст, все, что вам есть под рукой. Ну вот мне подходят такие листочки. Это, кстати, половинка А4, отличный формат открытки. Все, заканчиваем болтовню. Минута была мне на раскачку, а теперь поехали рисовать. Начинаем с того, что берем вот такой плоской кистью или той кистью, которая у вас есть, большой кистью обязательно. И вот так в центр вашего листа наносите голубую красочку. Немножечко добавляете водичку, чтобы вам было проще и приятнее. Вот так вот. Видите, вверху вы доходите до конца, внизу не до конца, по краям тоже не до конца, вот только вверху вы прям выходите за края. Обязательно подстилайте себе под лист, и вы тогда можете смело махать, вот выходить за борты и не бояться запачкать стол, да? Всегда себе что-то подстелите. Теперь мы берем белую красочку и делаем вот такую вот штучку. Вот такие вот потоки воды. Смотрите, я едва-едва касаюсь кистью для того, чтобы оставить такие вот прожилочки. Видите, чтобы были прожилки. Чтобы вода вот так стекала. И не закрасить это в однотонность, да, не слишком долго водить, а вот добавили мазок и вот так растерли его. И чем больше в центре, тем светлее. Чем дальше к краям, тем меньше нам это нужно. Вот в центре максимальный свет оставляем. Теперь дальше этой же кистью, смотрите, я белую краску вот здесь вот внизу вот так вот вытру, чтобы не мыть кисти, это не нужно совершенно. Берем синюю краску и по краям я добавляю вот такой темный синий цвет. Если у вас только синий, из которого получается хороший голубой, вы можете все сразу синим покрыть, а в центре добелить до голубых и белых оттенков, да? Но у меня вот синий ультрамарин, он сам по себе хорош, но голубой из него не получается. А вот этот отдельный голубой хорош сам по себе, я поэтому использую оба эти цвета. Вот. Вообще хорошего качественного одного синего цвета вам достаточно будет для вот такой вот растяжки от темного синего к голубому и даже к белому. Вот, по краям я затемняю. И затемняю не только синим, а такой легкий фокус. Темная, холодная бирюза. Я беру к синему, к своему, чуть-чуть совсем желтенького. И хорошенечко втираю его. И перекрываю даже немножечко снова синим. И получаю местами такую загадочную, очень темно-сине-зеленоватую, слегка тень. Мне нужна вот здесь такая темнота в этих краях. Сюда я даже щедрее сейчас взяла желтого. Вот так вот протираю, вот так сверху синенького. Все это время я кисть не мою, я просто с нее смываю краску, да, в картину. Вот, и, конечно же, я стараюсь плавненько соединиться здесь с водопадом. Вот после этого я могу сейчас промыть кисть, вытереть и просто влажной кистью потереть между водопадом и вот этой темной синевой. Сначала туда приближаюсь, потом назад. И то же самое с этой стороны. Как только кисть набирает краски, да, все, плавный переход не получается, она начинает красить. А мне нужна кисть без краски, слегка влажная. Опять помыла, опять между голубым и синим тру вот так нежно-нежно. Нежно абсолютно и недолго. Чуть-чуть на голубой, обратно на синий. Чуть-чуть на голубой, обратно на синий. И вот такая вот история. Готово. Пока что, да, вымываю снова кисть, ну и так вот. Иногда вымываю, иногда нет, да, вы можете тоже по себе, если вам хочется помыть, помойте. Ну вот, иногда, когда я рисовала в прошлый раз, я вообще ее не мыла, пока всю воду не сделала.
Смотрите, теперь вот здесь, вот где-то вот на таком уровне, тоже индивидуально, не супер высоко, но и не совсем внизу, мы берем голубой красочкой очерчиваем, да, это будет вода, это будет такая вот ванночка, в которую впадает водопад. Мы вот так вот голубой красочкой по центру, по краям тоже не нужно, там будут камни. Теперь берем белую красочку. И смотрите, чем мне нравятся плоские кисти, можно развернуть ее тоненько и рисовать сейчас вот такие вот тонкие прожилки. Мне нужны именно прожилки по воде, видите? Вы можете сделать это тонкой кистью, если у вас не получается большой. Или если у вас круглая кисть, вы можете сделать кончиком кисти, да, так едва-едва касаясь. Вообще практически всегда с холстом вы работаете вот едва касаясь его, легонечко. Вы никогда в него прям там сильно... Ну как, бывают случаи, когда нужно прям хорошенько к нему приложиться. Но в общем, вот нанесение деталей это легкое-легкое касание к холсту. Тогда лучше снимается краска с кисти. Вот так вот мы наносим. Видите, опять центр засветляю, по краям свожу на нет. Вытираю просто краску с кисти, не мою. Беру чуть-чуть темный синий и вот здесь вот внизу, надо было сделать, кстати, до белил, немножечко подтемняю свою водичку. Могу вот такими же прожилками, как я делала это белой краской, да? Даже не могу, а стоит это сделать так. И вот по краям. Такая как бы в центре остается легкая дорожка. Но мы художники, мы расставляем акценты, да, может быть вода всюду равномерно одного цвета, но мы же хотим преподать, да, водопад, поэтому мы к центру, к водопаду, к падению воды, вот это будет место падения воды, мы подчеркиваем то, что важно нам, то, как мы это увидели, что самое главное на нашей картине. Вот так нанесли, снова вытираю. Теперь смотрите, вот еще раз беленьким просто пройду еще так по центру. Фу-фу-фу. Очень важно оставить резкие прожилки, не просто размыть это все в однотонность, какую-то сине-голубую, а вот фишка именно вот в том, что у вас будут вот такие вот белые волны, прямо резкие. Вам на видео особенно четко видно, даже мне с видео видно. Вот там, где резко, там интересно. Всюду, где я что-то там полутона размыла, это все скучно. Теперь на кончик кисти вы набираете краски побольше. И вот здесь вместе падения вашего водопада вы делаете вот такую вот пену. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Разворачиваю я свою кисть уголочком, делаю какие-то не только плоские, да, мазочки, а вот такие вот круглые. Больше, конечно, они, так сказать, от этой линии среза, от этой линии горизонта, да, нашей воды, поднимаются наверх. То есть пена наверх поднимается. Но что-то там и вниз может упасть. Какие-то такие. А теперь берете пальчики, очень удобно пальчиком, смотрите, вот так растушевываете. Первый слой нашего белого падения воды. Растушевываете вверх такую дымку, да, пар, дымку, которая случается при падении водички в водичку. И видите, такая очень заманчивая дымка получается, прям водопадная. Вот здесь наш край слегка стесывается, все в порядке. Это первый этап. Вот вы создали эту такую полуразмытую дымку, да? Еще раз берете красочку, уже более какие-то резкие места вот здесь вот вы можете добавить. Краски, главное, не жалейте, видите, она прямо сама собой слипает. Это если акриловой красочкой работать. То же самое может быть и гуашкой, или маслом. Вот. Но маслом там, конечно, другие этапы. Поверх синей краски будет сниматься синяя, то есть маслом лучше работать, нанести это через недельку, когда весь фончик высохнет, перейти к вот этим частям. Вот, маслу немножечко нужно время. Не знаю, кто у нас может похвастать большим изобилием времени. Я раньше думала, домохозяйки. Нет. Домохозяйки — это первые люди, у которых нет большого количества времени. Что для вас, мамочки мои, которые дома с детками, вот мои быстрые, красивые пейзажики. Такое что-то нанесли. Смотрите, я стараюсь сделать какие-то точки, которые неравномерно улетели в сторону. И вот подчеркнуть водопадик. И еще разочек по центру пробежалась. Ну, так не захотелось. Вымываю. Смотрите. И делаю такой вот фокус. Беру белую краску с каплей воды. Развожу ее до консистенции кисельной. Хорошенько размешиваю до однородности. Такая и не вода, и не краска, да, такая густоватая водичка. Пальчик и на такой нюанс, который всегда украсит
картину. Столько штук можно этими брызгами сделать. И звездное небо, и что-то на воде, и какую-то волну, какой-то прибой. Как бы они ни упали, это все равно будет вот что-то в этом будет. Угу. Вот добавили легких таких брызг. Вы знаете, мне как-то в первой версии больше нравится. Но это потому, что я знаю, что у меня какая-то версия еще была. Если бы я не знала, мне бы здесь нравилось. Почему нравится больше, как-то, мне кажется, я здесь перебелила. Но не думайте сильно все исправлять, потому что одна из моих любимых цитат: лучший враг хорошего. Я просто немножечко среди своих белых пятен возьму и прогуляюсь какой-то синевой, ну так, чисто для того, чтобы была тень. Чтобы где-то там какая-то пена на пену белую отбрасывала какую-то синеватую, вот такую голубоватую тень. Все, достаточно. Ну, а в целом, конечно, это самое белое место на вашей картине. И эти брызги должны все-таки и на нижнюю часть вот вашей водички тоже спускаться. Не подчеркнуть их ровной линией. Там какое-то в целом бурление происходит. Вот так. Все, супер. Теперь смотрите, вот эта история у нас есть. Сейчас мы сделаем камушки по краям. Для этого мы смешаем коричневую краску. Что нам нужно? Давайте для начала мы вообще себе сделаем зеленую краску. Вот так я беру синий. И примерно столько же беру желтый, смешиваю. Получаю зелень. До конца не смешиваю, как бы так перемешала. И видите, я стараюсь мешать все в центре, чтобы не развести просто по тарелке краску. Теперь я беру часть этой зеленой, вот беру чуть-чуть розовенькой, с частью зеленой, прям вот в этой одной живописной лужице, смешиваю, получаю коричневый. Я взяла совсем чуть-чуть красненького. И получаю пока не совсем коричневый, а такой больше хаки. Если я еще капелюшечку красного, розового или какого-то такого красноватого цвета возьму, вот у меня супер коричневый цвет. Видите? Беру этот коричневый и вот так по краям формирую какие-то камушки. Вот так вот. Затираю, нечеткие, вблизи какие-то крупнее, вдалеке что-то помельче. И так вот не сильно уточняя, какие же именно у меня там камни. Вот так вот, вот так, вот так вот. И закрашу. Вот я свои углы замаскировала какими-то камнями. Сильно, главное, не симметричные, не одинаковые, да, какую-то такую арочку снизу создаю, что-то там вдалеке непонятное, да, у меня же там какая-то зелень, здесь по краям уже какая-то там история тропики или что-то там по краям уже зеленое даже растет, видите, где-то зелень просматривается, и значит какая-то земелька коричневатая, что-то какие-то камни, там тоже могут так плавненько уйти в тень, просто мы цвет этот туда вносим, но мы не уточняем, что именно это такое. Пусть это остается такой размытой, загадочной историей. И вот этим коричневым я на водичку сразу вот здесь по краям пускаю такие отражения, тени. И еще больше таким образом, да, мои камни как будто бы растворяются в воде. Вот они плавненько поселились по соседству с водой. Эта часть у нас есть. Вымываю кисть. К своему коричневому, который здесь остался, еще немножко желтого, чуть-чуть белого. Получаю вот такой очень бежевый и теплый цвет. Этим цветом я уточняю свои камушки. Вот здесь, видите, я подчеркиваю их вверху, кое-где вот так неравномерно. И их становится видно, становится понятно, что сюда падает солнышко, подсвечивает какую-то мою такую глинисто-песчаную почву. Вот, и ее становится видно. Супер. Вот сильно тоже я ею не работаю, я просто как бы так... Она есть. Прекрасно. Идем дальше. Дальше мы... Зелень, да, у нас есть, но мы сделаем не это. Мы берем тонкую кисть. Это можно сделать черной краской, веточки наших цветов, наших деревьев, но это неинтересно. Если у вас осталась коричневая краска, супер. У меня не осталось, я беру так снова себе зеленую с красненькой смешиваю. Немножечко добавляю туда воды. Мне нужна такая жидковатая коричневая краска. И теперь вот в эту коричневую, совсем немножечко черный, получаю вот такой вот темно-коричневый цвет. И вот этим темно-коричневым
но не черным, да, а вот таким вот подпачканным коричневым. Я наношу веточки. Вот здесь, что я надеюсь сделать лучше, чем в предыдущей картине. Смотрите, у меня веточки по всему водопаду, а я хочу, чтобы акцент остался на водопаде. Поэтому я ветки нанесу преимущественно вверху. Вот у меня спадает какая-то одна ветка. Если не получается у вас их делать тоненько, вот какая-то вторая, это будет самая низкая. Остальное пусть у меня все будет вверху. Вот 3 ветки каких-то основных, да, только разного размера. Вот самая большая. Одна поменьше, какая-то совсем там маленькая, не полностью выглядывающая. Они между собой, конечно же, могут переплетаться. Что-то там сверху, какие-то отдельные веточки могут спадать сюда на мою картину. Какая-то сюда уйти. Так вот, если не получаются тонкие ветки, вы уже поняли, да, никаких веток здесь видно не будет. Поэтому вообще по этому поводу не расстраивайтесь. Вот так вот. Тренируйтесь, конечно, если у вас будет получаться потоньше, это вам пригодится в любом случае когда-то, да и в целом вам будет приятно, что вот. Но так легкими касаниями, такие небрежные веточки, всегда они, вот основание веток передайте, чтобы они хорошо уходили в края. По краям они такие большие, а дальше как пойдет. Нанесли веточек. Этим темным цветом, смотрите, я по краям картины кое-где добавляю тени в свои камушки. Вот как будто бы светлым я подчеркнула их выпуклые части, а темным я подчеркиваю их снизу, где-то между ними какие-то глубинки, какую-то темноту создаю. Если даже вы сейчас не понимаете, о чем идет речь, просто возьмите вот так вот кисточку и кое-где темненьким накладывайте, только кое-где не все закрасить, да, вот так снизу с углов. И этим же темным я вот там вот подчеркну вот эту даль, которая у меня над водой, да, там что-то у меня там тоже по-любому темное происходит в тени. Это мы сделали. И теперь смотрите, мне почему-то сейчас захотелось без цветов, а просто сюда какую-то свежую, сочную зелень. Представляете? Ну, даже не знаю, даже не знаю. Думаю. Давайте для начала мы зеленым цветом. Да нет, все, пообещала вам цветы, будут цветы. Смотрите, берем розовый, берем к нему совсем чуть-чуть желтенького. Пусть это будет не просто розовые цветы, а персиковые. Розовый, желтенький смешиваем. Получаем такой очень розовый, оранжевый. К этому цвету прибавляем чуть-чуть беленького. И вот мы видим, что он такой персиковый, да, он не совсем розовый. Желтинка придает ему такой теплоты. Фон у нас, видите, фон голубо-зеленый, холодный, и на нем вот слегка тепловатые, желтоватые цветы, персиковые такие, они будут ярче смотреться. Этой кистью, которой я смешиваю, я ее не мою, могу лишнюю краску с нее снять. Беру с уголочка, с краешку вот так плотные белые красочки акриловые, на уголочек на второй набираю розовенькую, вот эту свою персиковую, да, и вот этим цветом, смотрите, я касаюсь вот так вот веточек, закрываю свои ветки, которые, если вдруг мне не нравятся, вообще сейчас нету с ними вопросов. Вот так вот. Вот так вот. И у меня получаются цветы. В чем здесь секрет? Не в том, чтобы сделать однотонный. Я вам даже покажу, чтобы вы увидели. Вот что будет, если у вас вы будете очень долго клацать на одном месте. Видите, как неинтересно. Ну, хотя что-то в этом, конечно, может быть. Как это исправить, если вдруг это получилось? Вы набираете контрастных двух цветов на одну кисть. Вот насыщенный такой персиковый, вплоть до того, что даже вот такой розовый, чуть-чуть, совсем чуть-чуть желтенький и беленький. Вот прям не смешанные 3 цвета, из которых получаются цветы. И поверх этого вы нахлопываете вот так вот, не смешивая, очень резкие. Прям дотронулись, убрали, дотронулись, убрали, дотронулись, убрали. И вот крутится ваша кисть, крутится, вертится в разные стороны. И получаются вот такие очень контрастные пятна. Сильно розовое, рядышком сильно белое, рядышком сильно какой-то такой оттенок. Где-то между ними что-то промежуточно нежно-персиково-розовое. И вот из этого будут получаться цветы. То есть делать именно контрастные пятна. И возле них обязательно вот такие вот отрывистые
Видите, вот где-то какой-то бокс, и цветочек упал. Еще секрет состоит в том, чтобы у вас было немало краски на кисти. Вот это я мало себе намешала, я сейчас чего-то домешаю. Ну, пока мне достаточно. И она должна быть плотная, то есть у вас должно быть щедро краски. И на кончиках веточек вы формируете, вот так вот накладывая, вот такие вот неравномерные кустарники. Как только чувствуете, краска заканчивается и начинается вот такая кашка, снова набираете густо. Видите, у меня уже не набирается этот персиковый, поэтому я сейчас сразу себе его вот так, вот так, вот так. Вообще, я поняла, вот знаете, краски важно не, ну, вот, чтобы у вас их было много. Я вам расскажу, каким образом можно, ну, сэкономить. Вы можете использовать акриловые строительные краски, и ничего вы не потеряете, честно говоря. Ну, конечно, художественные гораздо качественнее, но чтобы вы могли не экономить, лучше как бы возьмите краски попроще, а побольше. Вот это тот случай, когда, мне кажется, ну, лишь бы, в общем, лишь бы у вас их было так, чтобы вы могли брать столько, сколько вам нужно. Ну и, конечно, пользоваться ими бережно, аккуратненько, причем зря не выбрасывать. Я вот остаются красочки чистенькие, я их собираю назад в баночку, но при этом, когда я рисую, я не думаю о том, сколько краски я трачу. Так. Вот так вот, смотрите, нахлопываем, нахлопываем, нахлопываем. Я думаю, может ускорить дальше это видео. Так вот, нахлопываем, нахлопываем, нахлопываем. Угу. Дринка, не прострашь тебя. Я сейчас открою, так птички поет, папашка, оставлю вам эту песню птичью. Ну вот, а там всякое за окном происходит. Вот. И вы создаете вот какую-то такую цветочную историю, но не сплошнячком желательно, да, а вот в отдельных местах. Здесь у меня, смотрите, не было ветки, а я все равно там взяла и что-то да сделала. Как будто бы у меня там была ветка, которая, собственно-то, и не было. Пусть это будут разнокалиберные мазочки, где-то крупноватые, где-то совсем масики. Пусть вот что-то вот здесь вот выглянет, да, сейчас. Вот по ощущениям я вижу, что здесь не хватает. Я так оп, и вот здесь чего-то, да, и выглянет у меня. И каких-то отрывистых таких маленьких мазочков вот тут вот вверху. Где-то на ветку зайдет. И, конечно же, ветки, которые вам не симпатичны, очень спокойненько так перекроет. Вот. Да и хочется, чтобы чего-то каких-то вот тут пролетело. Знаете, у меня таких розовеньких. Какой-то такой цветочный цветопад. Вот эту жирную ветку я сейчас возьму, да и сделаю вот так вот. Еще пальчик хорошо работает, смотрите. Что-то получилось однотонно, можете даже просто беленьким накладывать. Главное, смотрите, знаете, с таким прищуром на свою картину, как будто бы вы плохо видите. Вот. И вам нужно так вот, чтобы, когда вы прищурились, все равно ваша картина казалась красивой. Вот если бы, прищурившись, ваша картина окажется красивой, тогда вы попали в точку. Тогда вы передали цвет, тени, основную форму. Вот. А если вы вот так вот вблизи, вам очень красиво каждый цветочек, а издалека это все вместе не вяжется, то что-то тут не то. Вот поэтому как бы на самом деле картины проверяются издалека, да, они-то и висят издалека. То есть общее их состояние. Что-то у меня в этот, знаете, по второму разу как-то, походу, огорчило меня, конечно, не снявшееся видео за первым разом. Я обычно не переснимаю, как-то у меня была очень интересная детская картина, я ее не переснимала. Удалилась так удалилась. Вот. Я за тем тенчиком до сих пор скучаю, наверное, нужно снять. Весна пришла. Так вот, тут что-то по второму разу уже. Ну, в общем, каждый раз по-разному. Видите, здесь было так, здесь так. Хотя сейчас смотрю в кадр, вроде бы ничего. Кое-где, вот я сейчас опять в кадр увидела, что вот я хочу таких контрастных. Прямо, смотрите, я сейчас добавлю чисто розовых. Опять-таки могут быть оттенки, где-то более персиковые, где-то вплоть до того, что оранжевые, а где-то очень насыщенно розовые. И эта вся игра оттенков тоже будет передавать какое-то настроение света, где-то тень, а где-то свет. Вот это вот, видите, сразу в тень, как будто бы наши цветы попали. Розовый он более холодный и такой передает более теневое.
теневую часть нашего дерева. Ну, меня радует, что я хотя бы вниз сильно не спустилась, только лепесточки упали. Вот такая вот цветочная история. И финал — это зелень, которая это все очень окультуривает. Для начала я беру темный зеленый, который у меня есть, вот этот, который мы изначально сделали. Тоже густо. Смотрите, кое-где, вот в промежутках своих цветов, появляется зелень. Вот так вот. Зеленушка, 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 зеленушка. Зеленушка, зеленушка, и вот тут вот зеленушка, и вот тут вот зеленушка. И вот здесь вот зеленушка. Вот тут, и вот там, и вот здесь, и вот тут. И вот там, и вот тут, и вот здесь. Темная, пока для начала темная. Теперь смотрите, этим же цветом я сразу создаю какой-то мох на этих камушках. Можете прям вот так нахлопать кистью. Здесь, вот тут, вот тут, вот тут. Что-то там вот вдали, какую-то такую неравномерность наша. Все вдали. Чем дальше, тем нечетче, чем ближе, тем насыщеннее, активнее может это все происходить. Вот как-то так мы набрызгали, ну, в общем, что-то мы нанесли эту зелень. Теперь, смотрите, берем желтенький, прибавляем к этому зеленому, чуть-чуть совсем беленького, смешиваем, получаем такой очень салатовый, ну, такой благородный салатовый цвет. Не детский, жвачковый, да, такой, а такой грязноватый, вот, по-взрослому. И вот этим вот салатовым, вот так вот, мы осветляем вершины своей зелени. Видите, она так сразу играет, сразу чувство, что где-то тут упало. И вот на переднем плане самое активное. Чем дальше, тем все сходит на нет. И очень неравномерненько. Густо красочка, где-то такая травинка, где-то маленькая, где-то какой-то поворотик. Вот так наклацываем, наклацываем, наклацываем. Где-то вот здесь на бугорочек. В самом верху наших бугорочков, да, вот куда может попасть солнышко. Такие вот светлые пятнышки. И вот здесь вот на эти наши цветочки, да, там, где темная зелень, туда прибавляем. И где-то самостоятельно тоже они могут появиться. Вот там, где темная, да. Что это означает? Почему у нас зелень двух видов? Это означает, что одна из них в тени, а вторая из них на свету. Мы сначала добавляли теневые, а теперь мы добавляем те, что светлые, такие вот сочные. У меня даже коричневатый слегка примешался. Это все родственные цвета. Вы не бойтесь иногда какой-то грязноты на самом деле. То, что вам сначала покажется, мне до сих пор очень часто кажется, что-то вот так грязновато получилось. Потом смотрю через время, так это самый смак. То есть это запутанность цветов, смешивание каких-то оттенков и что-то там вот как-то запутанно получилось. Иногда еще красивее, чем... Особенно красиво смотрятся исправления какие-то. Вот если бы я тут 3 раза перекрывала эту земельку, она была бы еще интереснее, чем нанесенная с первого раза, да, то есть какие-то подслойки, какие-то полутона появляются, это все очень красиво, поэтому не бойтесь каких-то исправлений, грязючек, и как в школе, знаете, было, начинать стишок, а можно я сначала? Ничего подобного, ничего не сначала, вот как пошло, выруливайте, делайте, и не бойтесь. Вот за что я люблю рисование? Я всегда с детства считала, что никакую картину нельзя испортить. Я, кстати, не знаю, откуда у меня это было, то ли педагог нам это прививала, то ли это даже еще до из-за студии было. Вот я была уверена, что вообще невозможно испортить картину. Всегда же можно все подправить, перерисовать, зарисовать, выйти из того, что есть. Вот так слегка, смотрите, я что-то царапаю каких-то травинок совсем светлых. Ой, мне так на финале нравится. Хотя казалось мне уже в середине где-то какая-то каша просто, мне казалось. А нет, очень даже. Смотрите, мне вверху, ну так, не знаю почему, хочется какой-то, вот я взяла коричневый с этим розовым своим, чтобы не было прозрачных мест. Что это означает? Вот цветы, не жалейте краски побольше, да, и на светлую зеленушку. На финале краски должно быть щедро. И вот здесь, где белила, тоже щедро. Ай, какая у нас получилась история цветочно-водопадовая. Все-таки я довольна, что мы нанесли с вами цветы, а можно было обойтись просто зеленью. Хорошего дня!